Здравствуйте, мои дорогие тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Итак, сегодняшний расклад мы делаем на отрезок времени с 12 января по 18 января. Давайте же посмотрим, что вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного произойдет непосредственно у вас, что интересного вас ждет. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, вы можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Также можете посоветовать, может быть, кому-то из своих близких, знакомых это видео, если считаете, что им этот расклад подходит. Итак, расклад у нас для тельцов и период с 12 по 18 января. Итак, смотрим. Тельцы, понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. И воскресенье. Итак, что у нас есть, что мы имеем сегодня в нашем раскладе? Есть шестерка кубков. Начало недели у вас прям все, что касается семьи, дома, уюта в семье. Вот оно для вас как-то особенно важно. Возможно, на этой неделе для вас будут важны особенно или в понедельник ваши дети, ваша семья, ваши внуки. То есть все, что связано с вашим окружением, вашим семейным очагом. Может быть, здесь будут воспоминания о прошлом, очень много ностальгии о том, как было раньше замечательно, как бы это время вернуть, как было раньше хорошо в детстве или в родительском доме. Может быть, есть желание вернуться в те места или в то время, которое делало вас счастливыми. Хотя и сейчас не факт, что вы прям, что вам сейчас прям плохо, но вы как будто можете думать о тех былых временах. Либо вас здесь заботят очень сильно, действительно, ваши дети, ваши внуки, то есть какие-то вопросы, связанные именно с вашими домочадцами, с вашими близкими, которые от вас каким-то образом зависят, и о которых вам нужно заботиться. Итак, давайте посмотрим дальше, что еще здесь на понедельник выпадет нашим тельцам. Карта шестерка кубков тоже, вы видите, я при вас достаю шестерка кубков. Здесь она называется pleasure. Окей, то есть в целом это ощущение уюта. Уюта, такого домашнего уюта, ощущение, что дома хорошо, дома вас окружают близкие, родные, вам комфортно, вам ничего не угрожает, вы заботитесь о них, а не о вас, у вас есть здесь такая связь с поколением, ощущение, что все близкие, может быть, рядом с вами, а даже если на расстоянии, то вы как будто бы с ними можете и пообщаться, и чувствуете все-таки их принадлежность, их близость. Дальше идет туз кубков, тоже кубок, переполненный счастьем, эмоциями. Здесь какие-то радостные будут события, может быть, какие-то радостные для вас мероприятия или какие-то вещи, которые делают вас счастливыми. Может быть, для кого-то это влюбленность, для кого-то какой-то праздник или какой-то подарок, или что-то, что вас прям воодушевляет. Вот он, туз кубков. Давайте посмотрим еще, что здесь есть. Карта принцесса кубков, водный знак. Может быть, общение с водным знаком. Это раки, рыбы или скорпионы. Может быть, младше вас, потому что все-таки принцесса или паш ее называют. Но это что-то, что делает вас счастливее, радостнее, какие-то приятные открытия, какие-то приятные подарки, хорошие какие-то новости, которые к вам приходят, или хорошие возможности, которые для вас будут новым начинанием, не знаю, возможность с кем-то познакомиться, если вы одиноки, или какое-то хорошее сообщение получить, хороший звонок, то есть, прям хороший день для этого. При этом карта девятка мечей выпала у вас на среду, карта переживаний, тревог, волнений, то есть что-то вас здесь может беспокоить. Возможно, по девятке мечей вы здесь сомневаетесь в том, правильно ли вы что-то делаете, либо у кого-то бессонная ночь. То есть много
много тревог из-за того, что вы плохо спите, мало спите, много заняты какими-то делами или какой-то работой здесь, поэтому и девятка мечей не совсем на самом деле понятно, да, почему такая вот, скажем, нехорошая карта здесь у вас выпала, потому что понедельник хороший, вторник, да, 13-го тоже хороший, 14-я девятка мечей. Ну, давайте посмотрим, тельцы, почему же девятка мечей у вас здесь выпадает. Карта Луна. Правда, ночь, да, акцент на ночь. Девятка мечей, она не спит, Луна, там эта мышь летучая бьется в стекло, в окно. И здесь Луна. Луна — это ночное время, это время, когда светит Луна, это время ночи, снов, это время, когда вы должны спать, но вы почему-то плохо спите. Поздно ложитесь спать, или что-то не дает вам спать, или какая-то работа, или какие-то мысли здесь. Но вот вы как будто бы здесь не уверены в чем-то, или испытываете какие-то страхи, тревоги, поэтому плохо почему-то спите. Может быть, что-то связанное с водным знаком будет, поэтому и карта Луна, может быть, рыбы, ну, не знаю. Можете написать в комментариях, что здесь имеется в виду. Дальше семерка кубков. Много вариантов, много возможностей перед вами. Вы думаете, какую возможность выбрать. Можете теряться среди этого множества каких-то вариантов по семерке кубков. Но с другой стороны, это карта и хороших мечтаний, и планов, каких-то фантазий, которые у вас могут быть. Тут же десятка жезлов. Здесь такое интересное сочетание. С одной стороны, вот это... Знаете, как вы думаете, какой вариант выбрать, при этом вы понимаете, что, возможно, вы на себе тянете какой-то ненужный груз, какую-то тяжесть, как-то вам может быть непросто, тяжело. Вы думаете сбросить этот груз или тянуть дальше на себе. Возможно, вы думаете о том, что кто-то вам предлагает какие-то варианты, какие-то возможности, но, возможно, не совсем честен с вами, пытается вас обмануть, потому что что-то скрывает или о чем-то не договаривает. И для вас этот вариант, если вы выберете неправильный, будет тяжкой обузой или каким-то тяжелым грузом, тяжелым выбором. Но вы рассматриваете какие-то варианты, вам действительно не просто дается это решение. Дальше идет пятерка. Да. И вот здесь вот эта пятерка кубков, конфликты, которые могут возникать, может быть, дома или в семье, или что-то вас опять-таки печалит, расстраивает, как будто внутренние могут быть конфликты какие-то с собой, какие-то конфликты. Да, возможно, вы здесь... правда, ссоритесь с кем-то просто, и поэтому так воспринимаете эту ситуацию в пятницу. И тут же пятерка пентаклей, тоже worry, переживания за близких, за семью, за финансовое положение в семье, за свое финансовое положение. Возможно, какие-то деньги теряете или какие-то неприятности здесь из-за этого происходят, вас это печалит тоже. Дальше идет Верховный Жрец. Это карта как священника, духовного наставника. И, возможно, вы здесь к кому-то обращаетесь за советом, либо вы сами здесь стараетесь поступить благоразумно, мудро. Может быть, для вас здесь важна какая-то тема семьи, брака, семейных ценностей, и вы как-то об этом думаете, о том, сохранить ли семью или создать семью, если вы одиноки, может быть, с кем-то встречаетесь, то есть сделать этот шаг или не сделать. Или вот что-то связанное в целом с традициями для вас, оно здесь может быть особенно актуальным и важным. В целом карта Иерофанта соответствует вам, тельцы, и тут же семерка кубков. Опять-таки, как несколько вариантов у вас есть, несколько возможностей, как поступить касаемо каких-то решений, которые нужно принять, и они будут либо следовать традициям, принятым в обществе, либо не следовать. Либо вы сохраняете семью, либо не сохраняете, либо делаете так, как одобрят родственники, допустим, либо идете в противовес родным и близким и делаете что-то, что им явно не понравится. То есть вот такое. Либо есть какие-то у вас иллюзии, касающиеся вашей семьи или брака, или какие-то фантазии, касающиеся, не знаю, создания семьи. То есть вот думаете о том, как будет, когда я сделаю предложение или там соглашусь на предложение, да, как быстро мы там, допустим, купим дом или там родим ребенка. То есть вот какие-то вот такие вот могут быть как планы, такие вот фантазии. То есть не факт, что это прям реализовывается, но вот вы об этом много думаете. Карта следующая — это шестерка в старших арканах, это выбор. Это влюбленные, да, здесь поэтому пара изображена. Это выбор, который нужно сделать сердцем и понимать, что тот выбор, который вы делаете, он окажет влияние не только на вас, но еще и на вашу вторую половинку или на того, про кого идет здесь речь, то есть пару.
Да, то есть решение, которое повлияет там на вас и вашего мужа, или на вас и ваших там родителей, на вас и ваших детей, то есть на других людей. И это решение, оно может быть очень-очень важным для вас. Также для вас важны, может быть, вопросы, где вы стараетесь сохранить какой-то союз, может быть, договориться о чем-то, возможно, доверительную какую-то беседу провести, обсудить какие-то вещи, которые вас беспокоят, тельцы. Вот это то, что происходит в воскресенье. И тут же карта мир. Может быть, этот человек на расстоянии от вас находится. Может быть, вы хотите таким образом здесь достичь какого-то как согласия или о чем-то договориться, чтобы таким образом как закрыть главу, договориться о том, что вот будет так, вот такое решение принято, что это окончательное решение, и вот как с миром что-то решить, да, то есть мирно, в лучшую сторону для вас или с лучшим каким-то результатом для вас, может быть, для вас обоих, может быть, перемирие в паре, если вы в ссоре находились. Ну, в целом все равно карта хорошая, здесь очень много, может быть, да, выпадает знаков близнецы или стрельцы, может быть, общение с таким человеком для вас будет здесь важно. Итак, тельцы, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака я завершаю. Желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!